относился к тебе как к родному сыну. А ты меня предал из-за какой-то техники. Предал. Хань Фэн изначально был сиротой. Яо Лао, он же Яо Чень, проходя через город Ханьцзяджуан, спас маленького Хань Фэна, который был пойман в ловушку огня. Яо Лао увидел необычайный талант Хань Фэна, поэтому стал его учителем. Он стал относиться к нему как к своему сыну. Яо Чень однажды сказал, что видел талант Ся Яня, поэтому не мог не развивать его. С детства сила и способности Хань Фэна были мощнее, чем у всех остальных. Мало того, что он был очень умен, он также родился с двойными атрибутами огня и дерева. Когда Хань Фэну было 2 года, Яо Чень начал строить для него мощный фундамент. Когда ему было 3 года, двойные атрибуты огня и дерева Хань Фэна были успешно пробуждены, и он начал взращивать боевой ци. Когда Хань Фэну было 13 лет, он познакомился с Мугу. К сожалению, под его влиянием Хань Фэн становился все хуже. Мугу, не колеблясь, добивался своих целей любыми путями и побуждал Хань Фэна поступать так же. Из-за слишком быстрого роста сил ученика Яо Чень беспокоился, что его будущее развитие будет повреждено, поэтому он намеренно подавил прогресс Хань Фэна. Но доброта Яо Чэня была совершенно неправильно понята Хань Фэном. С тех пор он очень ненавидел учителя, и когда подвернулась возможность, он его предал. Хань Фэн отличается от Ся Яня. Хотя он обладает превосходным талантом и является редким гением совершенствования, его характер, очевидно, не очень хороший. Хань Фэн всегда думает, что другие будут ему подчиняться. В молодости он был высокомерным и тщеславным. После 3 лет обучения Мугу прежнего Хань Фэна больше не было. Наоборот, он становился все более злым и властным. После того, как предложение Хань Фэна практиковать технику сжигания было отклонено Яо Ченем, у него появилось намерение убить учителя. Итого, после дуэли между Мугу и Яо Ченем, Хань Фэн воспользовался возможностью, чтобы убить своего учителя. Он даже заранее приготовил специальный порошок, который является смертельным ядом, способным убить сильного Даодзуна. Увидев, что Хань Фэн хочет забрать технику, разгневанный Яо Чень решил использовать свое ледяное пламя, чтобы спонтанно сжечь себя. Поэтому Хань Фэн получил только половину техники. Он был вне себя от ярости из-за того, что не получил весь свиток. К счастью, душа Яо Лао, защищенная его огнем, была перенесена в кольцо, которое позже досталось Ся Яню. Почему Яо Лао не отдал технику? Он всегда относился к Хань Фэну как к своему собственному сыну и не хотел, чтобы он пошел по пути покорения различных огней, но хочет, чтобы он унаследовал мощную технику очистки лекарств и стал выдающимся алхимиком. Яо Лао видел, что повышение сил Хань Фэня опасно. После того, как сила Хань Фэна увеличилась слишком быстро, учитель заподозрил, что этот уровень повредит его таланту, поэтому намеренно подавил силу ученика. Хань Фэн абсолютно не хотел доверять своему учителю, который более 10 лет заботился о нем. В этом плане Ся Янь сильно отличается. Он был готов пожертвовать собой ради родных и близких. Очень ждем новых серий, когда Ся Янь встретится с уже взрослым Хань Фэном и расквитается с ним. Большое спасибо за просмотр. Напишите, что вы думаете о поступке Хань Фэна, подписывайтесь на канал и всем пока.